День добрый, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков, и сегодня уже традиционно рассмотрим вероятное движение торговых инструментов на предстоящую торговую неделю по евро, золоту, и ничего нового не будет по фунту стерлингов. И опять же, традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите, вы никогда не пожалеете. Такое количество продуктов, как у нас, вы не найдете нигде. Торговые сигналы, прогнозы по волновой теории Ральфа Эллиота, ежедневные прогнозы на основе данных Чикагской товарной биржи, чат обучения. Приходите, не пожалеете. Ну что ж, поехали. И опять же таки, друзья, ничего по евро не изменилось. У нас открыт ордер на продажу, стоп-лосс, собственно, на уровне максимального открытого интереса по колл-опционным контрактам. А вы знаете, что это уровень, очень сильный уровень сопротивления. Если цена к нему придет, то на Чикагской товарной бирже произойдет с огромной вероятностью открытие большого количества фьючерсных контрактов на продажу, что, опять же, с большой вероятностью спровоцирует падение цены. Поэтому даже если мы получим стоп-лосс, мы перезайдем. Используя математику управления капиталом, разумеется, мы заработаем денег гораздо больше, чем потеряли. Но на сегодня мы говорим о том, что скопление опционных контрактов put никуда не делось. Здесь у нас примерно на 3 миллиарда и чуть выше примерно на 1 миллиард. И сверху цены, там, где у нас выставлен стоп-лосс, там тоже можно насчитать примерно 1 миллиард долларов опционных контрактов call. Собственно, да, конечно, цена может еще обновить максимальное значение, но я не хочу, конечно, говорить выражение в любом случае, но с очень большой вероятностью мы увидим снижение и тестирование данного крупного скопления опционных контрактов put. А ежели это случится, то у нас с очень большой вероятностью образуется треугольник, друзья, А, Б, С, Д, Е. Единственное, что, конечно, данный минимум пробиваться не должен будет, ну, значит, будем отрабатывать максимально открытый интерес по пут-опционным контрактам. Либо же данный треугольник еще и усложнится. Каким образом? А вот, собственно, вот таким. В таком случае будет А, Б, потом С, Д, Е, и потом выход вверх. Поэтому в данный момент, друзья, мы отрабатываем снижение данного торгового инструмента к уровню 1.1520, 1.1450 и 1.1420. Откуда будем рассматривать уже покупки. И даже если волновая структура треугольника сломается и цена все-таки решит протестировать уровень опционных контрактов put на сумму 705 миллионов и 652 миллиона, я специально эти линии оставляю, это абсолютно неважно, так как у нас тренд восходящий, а в данный момент развивается коррекционная структура. Почему я говорю, что такое может произойти? По той простой причине, что никто не отменял еще образование конечного диагонального треугольника, а в коррекционной структуре, смотрите, зигзаг, зигзаг и импульс. Что такое зигзаг, зигзаг, импульс? Это плоскость, расширенная плоскость. Поэтому никто еще данную фигуру не отменял, и цена запросто может сбегать и на тестирование данных уровней, но вы должны понимать, что расширенная плоскость – это коррекционная формация, а значит импульс, коррекция, и что дальше? Правильно, импульс. Поэтому то, что мы сейчас продаем, не говорит о том, что мы хотим продавать глубоко. Это коррекционные продажи. После этого, разумеется, мы будем покупать. Далее в направлении тренда. Тренд у нас, вот, собственно, трендовое движение. Тренд у нас восходящий. В данный момент развивается коррекция. Какая она будет? Треугольник или, может быть, плоскость с конечным диагональным треугольником в конце. Мы с вами посмотрим.
Золото, я думаю, здесь много говорить мы очень не будем, по той простой причине, что золото является активом, сберегательным активом, а следовательно, вы знаете, что произошло сейчас с Венесуэлой, и как активно президент США высказывается по поводу Мексики и почти вообще всех стран Карибского бассейна, и даже зацепил Нигерию. Оказывается, в Нигерии притесняют христиан, и он готов ввести туда войска, чтобы помочь христианам. На самом деле в Нигерии также огромные запасы нефти. А Трамп, разумеется, хочет получить 25-30% мирового экспорта нефти, чтобы конкурировать с организацией ОПЕК+, и чтобы заставить, прямо слово заставить здесь ключевое, Индию и Китай перестать покупать российскую нефть. Потому что Китай является крупнейшим потребителем венесуэльской нефти. А получив доступ к управлению Венесуэлой, разумеется, Трамп предложит Китаю полностью его запросы по нефти удовлетворить, так как за счет венесуэльской нефти Китай раньше этого сделать не мог, потому что на Венесуэле было эмбарго, но эмбарго наложенное кем? Конечно же, США. Поэтому они запросто могут отменить эмбарго и завалить весь мировой рынок дешевой нефтью в огромном количестве. Но, собственно, в данный момент я не верю в то, что мы можем увидеть очень большое снижение данного торгового инструмента, но что-то здесь мне подсказывает, что может быть образование треугольника и движение в направлении очень сильного диапазона поддержки. Это максимально открытый интерес по пут-опционным контрактам и нижняя граница диапазона прибыли маркетмейкера, ниже которой маркетмейкер будет защищать свои активы и стараться цену поднять вверх. Собственно, друзья, это уровень 4200, диапазон, прошу прощения, 4200, 4217. Собственно, в направлении этого диапазона с большой вероятностью цены на золото будут двигаться. Но, вот тут огромное но. Тут еще и Нетаньяху просит разрешения у Трампа на авиаудар, вновь очередной авиаудар по Ирану. Если сейчас начнет снова полыхать Ближний Восток, а Трамп не успокоится в Карибском бассейне, то, возможно, вообще мы никакой коррекции не увидим. И наши некоторые коллеги на это намекают, что на самом деле коррекция по нефти могла уже закончиться, а именно раз, два, три. У нас есть уже движение вниз в виде WX, о господи, как я нарисовал некрасиво, в виде WXY у нас уже есть движение вниз. И наши некоторые коллеги пишут, что это волна 1, сейчас образуется волна 2 и полет вверх. Но у меня есть огромный вопрос. Как вот здесь можно найти импульсную волну 1? Кто-то может сказать: Дэн, смотри, расширенный начальный диагональный треугольник. Прекрасно, друзья. Только у данной фигуры есть правило. Третья волна должна быть больше первой. В данной фигуре третья волна меньше первой, я проверил. Поэтому здесь нет никакого треугольника и, разумеется, классического импульса здесь тоже нет. Здесь есть обычный зигзаг. Раз, потом плоскость, два. То есть А, Б, С. Это обычный зигзаг, коррекционный W. И он, в принципе, может заходить запросто в треугольник А, Б, С, Д, Е и продолжение снижения вниз. Поэтому, друзья, перспективнее, более перспективно выглядят, конечно же, продажи. А диапазон, я уже вам сказал, могу повторить, 4200-4217. Фунт. А вот фунт самый перспективный среди этих трех торговых инструментов по той простой причине, что, может быть, я не очень понимаю здесь волновую структуру, почему фунт может упасть. А с другой стороны, почему и нет? По той простой причине, что у нас есть импульс, у нас есть коррекция,
Давайте более красивее. Коррекция. Раз, два, три. И продолжение роста. Импульс, коррекция, продолжение роста. Вот и все. Правда, у нас выставлен уровень тейк-профита гораздо ниже, по той простой причине, что я предполагаю, что здесь может быть усложнение коррекции. Оно всегда может произойти, например, в виде треугольника. Треугольник всегда может усложнить коррекцию, и мы получим WXY, после чего рост. По какой причине я так низко оформил уровень тейк-профита? По той простой причине, что 215 миллионов долларов месячных опционных контрактов put в данный момент еще живы. Плюс 578 миллионов долларов и максимально открытый интерес по put опционным контрактам – это не что иное, как ожидание профессиональных участников Чикагской товарной биржи о том, что если цена сюда снизится, то они моментально зайдут в рынок огромными объемами фьючерсных контрактов на покупку, и цена полетит вверх. То есть профессионалы на Чикаго тоже, как и все, хотят заработать. Но они там не очень, скажем так, глупые и тупые. Все-таки там работают целые команды профессионалов в хедж- и инвестфондах, в крупнейших банках. Поэтому на данном уровне по какой-то причине, известной только им, а это уровень 1.27, они выставили такие крупные опционные контракты put. Но для нас первостепенным является уровень 1.3150. На данном уровне у нас располагается максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам, плюс чистые опционные контракты put на сумму здесь почти 250 миллионов и здесь почти 300 миллионов долларов. Причем почему почти? Здесь даже больше, чем 300 миллионов долларов, если посчитать. Вы спросите, почему я привязался к этому уровню. Дело в том, что этот уровень является уровнем сопротивления, друзья. Это уровень сопротивления, на котором профессиональные участники Чикагской товарной биржи открывают фьючерсные контракты на продажу, так как они опционами call, а здесь у нас максимальный открытый интерес по данным контрактам, опционным call, они ими хеджируют свои фьючерсные контракты на продажу. То есть, если у нас опционные контракты put – это уровень поддержки, то это уровень сопротивления. А вот теперь вопрос на миллион долларов. А почему он находится внизу? Почему он находится ниже цены? Видимо, профессиональные участники рынка по-прежнему ожидают, что цена сходит к этому уровню, а то еще и немного ниже. И первостепенный пример у нас был по канадскому доллару. Собственно, вот у нас этот пример. Сперва у нас максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам. Вы видите, с опционными контрактами пут был ниже цены, цена его протестировала, прекрасный пин-бар, профессионалы зашли фьючерсными контрактами на покупку, цена улетела вверх. И, казалось бы, после этого пора уже, раз уровень протестировали, переписывать свои ожидания вверх. Потому что этот уровень, еще раз напоминаю, это уровень сопротивления. Вот он работает, вот его работа. Но профессионалы переписали его вниз, представляете, а потом еще на трое суток еще вниз. А цена в этот момент росла. Что сделала цена после этого? Улетела на тестирование раз, улетела на тестирование два. И сейчас разворачивается на коррекцию. У нас по фунту тоже абсолютно самое. Посмотрите, пожалуйста. Собственно, цена растет, а профессионалы переписывают свои ожидания вниз. Смотрите, цена растет, профессионалы переписали вниз. Цена продолжает расти, а профессионалы не вверх переписывают уровень сопротивления, а вниз. Вопрос, что они такого знают? Понятия не имею, что они такого знают. Возможно, они знают, что Банк Англии снизит процентную ставку. Возможно, они знают, что инфляция в Америке сейчас по какой-то причине резко вырастет, и дальнейшее снижение процентной ставки Федеральной резервной системы будет под вопросом. Но что-то они знают, поэтому я особо не вдаюсь в детали порою, что они знают.
Торгуем в направлении уровня 1.3150, и что самое интересное, может даже и пониже, потому что 215 миллионов и 578 миллионов долларов – это о чем-то значит. Причем вы должны знать, что когда профессиональные участники Чикаго покупают опционные контракты, это деньги, выброшенные в мусорку, то есть им их никто не вернет. Когда вы покупаете фьючерсный контракт на рост или падение, то если цена растет или падает, у вас динамически изменяется ваша прибыль и убыток. Но когда вы покупаете опционные контракты, у них разница состоит в том, что вы платите деньги за контракт, и они невозвратны. И если ваш опционный контракт не отработал с прибылью, то вы уже деньги заплатили за него, просто возьмите его в мусорку, выкиньте. А если он отработал с прибылью, то вы получите сверху прибыль. Например, заплатили 100 миллионов, он заработал для вас там 20 миллионов, вы получите 120 миллионов прибыли, вам вернут. А если ваш опционный контракт не отработает и цена не придет к нему до момента его экспирации, то вот вы 100 миллионов заплатили, экспирация прошла, ваш контракт не отработал, взяли контракт и сожгли. Все. 100 миллионов вы уже заплатили, вам их никто никогда не вернет. Поэтому мне всегда было очень интересно, когда профессионалы, например, как по евро, если мы здесь посчитаем, здесь 3 миллиарда. Вот представьте, совокупно пару хедж-фондов, может быть, несколько банков, определили два уровня и влили 3 миллиарда. Они просто выкинули в мусорку 3 миллиарда долларов. У меня вопрос, ну что ж за идиоты такие? Так может быть, все-таки не идиоты? Очень часто этим вопросом задаюсь. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Надеюсь, сегодняшняя лекция вам поможет заработать денежек. И традиционно в окончании лекции приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Напишите мне в личку, вы никогда об этом не пожалеете. Тем более в комьюнити Forex Times есть подписка Lifetime, то есть навсегда. И стоимость ее вас очень приятно удивит или порадует. Ну что ж, друзья, всем классного вечера и всем пока-пока.